13 сентября, в самом начале бабьего лета на Урале, я решила отправиться в новое приключение. Забросить до места старта моего маршрута согласился мой товарищ Игорь, а мое новое приключение – река Усьва. Этот сплав я начала планировать еще полгода назад. Мне хотелось побывать на реке, по воде которой я еще не ходила, и выбор сразу пал на одну из красивейших рек Урала. Наслушавшись множества рассказов о красоте реки, мне было даже немного стыдно от того, что я там не была ни разу. Но такие мысли я отогнала от себя другими. Я подумала о том, что всему свое время, а мое время наступает именно сейчас. И так уж получилось, что дата и место моего маршрута совпало с проведением Покрафт-фестиваля «Листопад». Об этом я случайно узнала за несколько дней до старта, увидев запись в новостях социальной сети ВКонтакте. На этот фестиваль я собиралась попасть, но не знала даты и места, ведь каждый год фестиваль проходит на разных локациях. Договорившись с организатором Андреем Гуляевым, я решила один день провести вместе со всеми участниками фестиваля и первый день маршрута пройти по реке вместе с ними. Ну, здравствуй, Усьва. Тут, конечно, уже осень более красочная, чем у меня. Быстрее зима придет, позднее лето. Игорь делает фотокарточки себе на память. Сейчас Игорь скоро уедет. Они с Тимохой собираются в пещеру. Тимоху он должен забрать из города. Из какого города ты забираешь Тимоху? Углеуральский. Где-то мне бы организаторов найти. Привет, привет. Давай. Все, добрались. Даже ровно. Давайте так регистрировать что? А что надо для регистрации? Ну надо. Во-первых, я бумажку все не продал. Твой уже? Ух ты! Пакет. Там много всего? Ну, как немного, но... Вот такие мне классные носки подогнали. Это тем, давайте участникам дают. Наклейка фестиваля. Это ВХ. Ух ты, ничего себе. Может, как закладку использовать. Класс. Или просто наклеить куда-нибудь, чтобы красиво было. Слушай, я наклею себе на байдарку. Пожалуйста. У меня там как раз ничего нету. Вот как раз уж она первый раз у нее пойдет сегодня по воде, то надо вот исторический момент произойдет. Так, здесь у нас что? Ну там наклеить надо клеить, ПВХшный. У меня есть. Вот здесь как здорово. Так, тут карта, да? Примерно. Карта, спонсоры. А про это мы расскажем на брифинге. Отлично. К 12 часам, то есть мы уже все готовые вещи на лодках, на покрафтах. Они покрафты там, все привязано. Ничего там, чтобы потом никого не ждали, чтобы мы все дружненько поплыли. Вот. У нас был даже специально обученный человек, который проверит, сколько все привязано. Кстати, дело. Он где-то что-то привязывает. Обучается, пока он на обучении. Игорь помог мне закинуть все вещи вниз. Сейчас я буду собираться. Мне надо новую пещеру открывать. Да. У меня план. Каждый год по одной пещере. Новой. Первый открыватель пещер. Пещер. Спасибо, вам тоже удачи. Будь аккуратнее. Да, вы тоже. Здесь все мои вещи. В синей сумке моя байдарка. И вот так вот нужно по правому берегу держаться мне, чтобы пороги обойти, потому что на байдарке будет сложно это сделать, да и опыта у меня никакого нету. У меня на байдарке-то опыта нету, что уж тут говорить. Еще у меня проблема связана с камерой, с моей Pocket 3. Вот с этой вот. Я сейчас снимала, у меня дисплей просто не показывает изображение. Оно снимает, но не показывает изображение на дисплее. Очень сложно вести съемку. А я смотрю, сумок мало. Ты решил, короче, всю мою еду себе забрать, да? Сегодня я иду на байдарке Вега. Впервые ее поставлю на воду.
Вот, собственно, и моя красавица. Буду надувать ее при помощи насоса. Это дно надувное. И здесь также есть вот там клапан. Вот он. И один клапан с этой стороны тоже должен быть. Это байдарка Вега от фирмы Time Trial, выполненная из ПВХ ткани. Байдарка, о которой я давно мечтала, как только я впервые увидела на одном из сплавов. Там уже некоторые накачали покрафты свои, а мои покрафтики дома сушатся. Ну ничего, в следующий раз на покрафте пойду, на фестивале. Так, мне осталось дно докачать немножко. И моя малышка готова. Ну как малышка, 3,60 она длиной. Как бы не маленькая. Я еще не знаю, как вещи разместить, потому что ни разу так не размещала. Все, закрываю. В общем, вот так разместила. Пришлось разобрать герму, закинуть туда всего внутрь. Герма у меня не закрыта. Тут у меня вот так. Тут вот так. Привет. Мы ей поможем, чем сможем. Да, мне помогут, чем смогут. Здесь у меня гамак. Внизу у меня палатка. Ну и вот, сегодня решила в гамаке поспать. Ой, как необычно. Необычные, конечно, ощущения на байдарке плыть. Куда плыть-то надо? Фоткаемся? Повернемся все ко мне. Это будет сложно. Девочки ко мне, мальчики не уходи, сфоткаем. А чья лодка-то пошла одна? Она привязана. А, привязана? Что, подтягивайтесь для коллективного фото? Давайте все вместе, скажем Андрею. Мы его любим. Нахуй. Спасибо, друзья. Посвящаю эти прекрасные поцелуи тебе. Была бы у меня грудь, я бы тебе показал. Показывай, что есть уже. Это ты уже видел? То, что есть. Ну знаешь, Дима, не грех еще раз посмотреть. Спек есть у всех. Нет, ну что такая теплая? Теплая юбка. Я пошла на таран. А, ты справа, да? А я грудь левая. Всех закрыла. Просто с мужчинкой срать, что ты ее? Представь. Все, уже так. Внимание! Ура! Так, Ты где-то запланировала выйти? Какая-то конкретное место у тебя есть, где выйти? в смысле, где выйти? Ну, если ты порог не хочешь ехать. Я не знаю, мне сказали там пройти, можно по берегу. По крафт, типа, это можно это отправить. Ты готова, если что, плавать? Нет, не хочу. А когда порог-то начинается? Метров 300. А, надо сначала почувствовать свое плавсредство. Вроде бы устойчивое. Нормально. Привыкнуть, куда ты едешь. На таран просто. Агрессивная какая. Прямо, да, она прям хорошо идет. Я вижу, прямо. Ну да, это не покрас. Если ничего не делаешь, мне грести приходится. Да? Да, хорошая форма. Прям реально, да. Такой. О, смотри. Нормально стоит. У него потому что одно еще такое прямое тут посередине специально продумали такой материал. И вообще... Прям хорошие обводы такие.
Я когда в первый раз увидела, захотела себе. Вот видишь бульку Как- на горизонте? Какую буйку? Ну бульки, вон, Ага. вода бурлит. Да. То есть вот это считается типа Усинский порог. Угу. Вот. То есть мы сейчас с тобой можем сместиться вправо и по правому берегу обнести. Давай. Можем сместиться влево. Но влево Там вот люди. Прямо здесь практически там недалеко. Вот. Нужно будет останавливаться. Давай вправо пошли. Вправо, да, идем? Угу. Да. Влево не проще обходить, но надо подниматься. Здесь просто не надо вправо. Вот он и порог показался. Слева тебе придется подниматься высоко, либо прям по краю берега идти, либо здесь там. Так. Ничего себе, уже задом умею парковаться. Смотри-ка. Сейчас пока станешь, видишь? Там еще кто-то сзади меня, что ли? Что-то ничего не вижу. Вот это сервис. По-моему, я села на что-то. Там камешек сзади. Сейчас проедем. Прекрасно. Еще один камушек. Спасибо. А, ты в сапожках? Да. Надо было не говорить, да? Так бы не таскал, да? Ой, прости. По воде, может, проще будет пройти? А, подожди, мы можем же проще сделать. Точно. Сейчас перегоню твой каяк, а ты иди по берегу. А как ты перегонишь? Как ты перегонишь? Сяду в него и поеду. Так и скажи, что просто хотел покататься на моей байдарке. Да? Просто самое логичное и простое решение. Ну, да, тоже верно. Ах, Вега моя. Красиво идет. Ну-ка, как пройдет. Надеюсь, не утопится. О, шикарно. Красота, да и только. Немножко, конечно, неудобно, ноги не вытянуть. Но мне на будущее надо будет все-таки взять две моих гермы, которые мне тоже тайм-триал прислали, которые сверху надеваются спереди, в носу и в корме. Мне было бы, конечно, гораздо легче. Что хочу сказать. Идет, конечно, шикарно. Не придраться к байдарке. Но еще немножко нужно подучиться мне управлению, потому что нос у нее такой узкий и длинный. И я привыкла к покрафту, то, что нужно там, не знаю, с силой это делать. А тут буквально чуть-чуть чужух и все.
Так, где там обноситься надо, я не знаю, если честно. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, слежу за тем, куда кто плывет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уи! Офигенно, надо сказать. Я справилась. Ура! Теперь лечу куда-то. Надо развернуться. Опа! Все прекрасно. Ну да, надо было тоже пройти от небольшую ступеньку. Тоже. Хотя бы одну. Прикольно. Мне понравилось. Добрый день, а подскажите, что это за моделька? Это байдарка Вега Тань Тряу. Вега комплименты уже собирает только так. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вижу камень. Главное не сесть ни на чем. Ни на мир, ни на чем. Уи! Ага. Затягивает влево, а там камень. Что-то впереди еще. Ой, блин, весло закрепил. Нужно развернуться срочно. Разворот. Сейчас такая тоже бурная вода. Снимать не могу с другого ракурса, уж извините. Так, как они пошли, по правой стороне или по левой? Вопрос, конечно, хороший. Я не вижу. Вот это, конечно, боевое крещение моей байдарки. Как они шли? Я так полагаю, что... Ой, началось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Встала на камень. Можешь, конечно, выйти, но можешь посмотреть, как они пойдут. Но они, скорее всего, обходили. Сейчас посмотрим, как они пройдут. У меня пит-стоп. Наверное, пропустите. Да. Ой, не-не-не-не-не. Не давайте. Добрый день. Здравствуйте. Как вы здесь? Нормально. Так. Так, так. Не хочу ходить. А! Нет, только хуже я сейчас перевернуть. Короче, ладно. Здравствуйте. Пошла я гулять. Пойдем. Байдарка. Вот, короче, тут вот струя, по ней можно пройти. Все, пошла дальше. На камень иду.
Обойду. Я аж вспотела. Вот это экстрим, я понимаю. Так, разворачивайся. Теперь главное медленно оплывать вот эти всякие камушки. Потому что тоже вот камни есть. Сейчас жопой, чувствую, дотронулась. Блин. Главное медленно оплывать их. Прекрасно. Молодец. Молодец. Разворачивайся. Опа. Шикарно. Умница моя Вега. Молодец. Да, это вам не спокойная часовая, я вам так скажу. Я сейчас тут сяду. Обнесу, наверное, лучше. Припарковалась. Фото на память. Надо водичку выпить. Немного подпривыкла к байдарке. В принципе, нормально. Начинаю чувствовать ее. Первый раз было так непривычно, что она так ходит, но она устойчивая довольно-таки. Тут, кстати, многие на покрафтах центриалских. Я видела Каймана, видела спутник, как у меня, точно даже таким цветом. Так, следующая остановка столбы, по ходу дела. Надо держаться за желтым покрафтом. Ладно, камни какие-то. Ага. Чувствую жопой камни. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Надо все-таки, наверное, приделать какой-то тут держатель себе под камеру. Так, отстань от меня, оса, я не цветочек. Вот пристала ко мне. Она туда идет.
больше всего осталось. Нормально. Вот такие водители моторных лодок, ребята, если кто-то также ходит на моторе, когда видите по крафту, пожалуйста, снижайте скорость. Но это вроде моторчик слабенький, но все равно. Потому что мало приятного по волнам. Прыгать еще несколько раз я так чуть было по крафту не пробила, когда на по крафте была. Так что, ребят, пожалуйста, сбавляйте скорость, когда видите кого-то на плавсредстве без мотора. Очередное препятствие. Надо как-то его обойти. Как девушка шла, я не знаю, но я пойду вот сюда. Смотрите, я прям как профессионал. Видали, да? Вот так вот. Так, развернемся. Тут прям порожек такой. Хи-хи-хи. Уи. О, тут все стоят и ждут чуда. Надо ускориться. Ускоряюсь. Тут глубина, можно лететь. Вот они, осинские столбы, начинаются. Пока все наши вдалеке. Впереди меня только кто-то на сапе. Моторки просто достали. Их тут столько, вообще ужас. После столбов будет поспокойнее. Потому что тут туристов возят на столбы посмотреть, на моторки. А потом должно быть нормально. Эх, жалко, что моя камера сломалась. Сейчас вот красиво бы сняла бы столбы. Ну, в принципе, можно на телефон, но у меня там памяти не так много, на самом деле. Надо будет потом еще завтра как-то придумать, как закрепить камеру куда-то вот сюда. Чтобы меня тоже иногда снимала со стороны. Сейчас будет стоянка, у нас скоро обед. Все вместе остановимся, потом пойдем дальше. Не знаю только, где она будет. Да, столбы, конечно, впечатляют. Чертова пальца пока нету, вон дальше. По-моему, там где-то. Чертов палец, вот. Вот он. Хотела я сюда приехать, когда листва будет желтая, но она только-только начинает желтеть.
Красиво, смотрите, солнце между чертовым пальцем и столбами, да? Спряталось. После Усвинских столбов есть туристическая стоянка. Именно на ней решено было сделать привал на обед. Когда я дошла до привала, была готова уже горячая еда и кипяток на чай. Большинство обедало, а кто-то из нашей команды, уже покушав, сжигал мусор, оставленный от предыдущих туристов. Залив кипяток в термос, я решила пообедать злаковым батончиком с чаем и отправиться дальше на маршрут. Рано я расслабилась, тут камень, прям по курсу камень. Прям видно его. Надо его обойти. Обошла. Вот тут еще тоже камень. И спереди камень. Нужно между камней пройти. Прошла. По курсу еще один камень. Целых два. Надо тоже между ними пройти. В общем, как вы могли заметить, довольно-таки веселая речка. Довольно-таки, да. То есть не даст сидеть, просто отдыхать, подруливая. Но и течение тоже тут бодренькое, конечно. Вот здесь прям вообще камень торчит. И я прям на большой камень иду. Ой-ой-ой-ой-ой. И на еще один. Я там уже подсказываю. Впереди человек, так что на камень идешь. План фестиваля «Листопад» был таков: пройти по реке от Усинских порогов до стоянки, которая находится напротив скалы, впечатляющей своими масштабами и носящей имя Большое Бревно. По пути много мелких участков, где зачастую в это время года приходилось вставать и прогуливаться в поисках более глубокого участка, чтобы вновь пойти дальше на плавсредстве. Я одна из первых дошла до стоянки. Передо мной было лишь несколько человек. Припарковалась рядом с этим чудесным камнем бревно. Только посмотрите, какое оно красивое. Там получается навес общий. И вот здесь вторая поляна. Но тут тоже будут стоять люди. Просто одна из первых дошла. И вот там вот три дерева. По-моему, осины. И вот там вот я хочу повесить гамак. А пока перетаскиваю все вещи. Потому что байдарку здесь на воде я точно не оставлю. Все ноги сорвет. Сегодня у меня с собой гамак от Rebel Gears. Я никогда, как уже говорила, не ночевала в гамаках, и это будет мой первый опыт. Здесь у меня стропы 3-метровые. Стропы специальные, чтобы не повредить кору деревьев. Буду пробовать ставить. Гамак я собрала заранее дома. Продев несущий шнур с карманом через гамак, прикрепив к гамаку ветрозащитную подстежку и продев через оба конца несущего шнура защитные чулки. И, наконец, протянув в них гамак.
Вот эта подстежка, она ветрозащитная. И тут еще всякие кармашечки есть такие. Опа, опа, можно туда положить будет. Мелочевку всякую. Можно положить туда плюсом ко всему еще рюкзак. Ну, свои, наверное, уже не буду запихивать, потому что они очень тяжелые. Теперь более-менее на гамак, да, похоже? Где можно даже полежать, поспать. Так, тут вроде бы снизу, внутри еще должен быть отсек. Если не ошибаюсь, куда можно положить коврик. Тут кармашек в голове и в ногах. Ну тут, в принципе, все равно, где голова, где ноги. И тут еще вот посередине кармашек. Спальное место разложила, подушку, спальник, баф, шапку. Переоделась полностью в теплое для лагеря. Здесь у меня в кармашке сигнал охотника, баллон от медведей, фонарик. Тут фальшфейер. Но я не думаю, что кто-то придет, потому что народу очень много здесь у нас. Довольно-таки уютно выглядит все. Посмотрим, как буду я спать. Накидка крепится здесь. Вот так. Таким образом. И вот там также. Здесь уже непосредственно друг к другу цепляется. Вот так вот. Пуговка в петельку. И так здесь тоже. А потом, если что, можно одну оставить. Вот это, допустим, оставить окошко. Так вот зацепить. Будет как окно. Я так и не поняла, что было у меня с камерой, но она заработала. Я сейчас на нее снимаю. Мой DJI Osmo Pocket 3. Счастье, счастье есть. Я уже переживала, что я останусь без кадров, потому что у него очень красивый кадр получается. Экшн камера так не снимет, как Pocket. То, что надо после ходового дня. Потопала в лагерь. История по крафт-фестиваля «Листопад» началась 5 лет назад. Самый первый листопад создал турист, каякер и покрафтер в одном лице – Андрей Пикулев. Изначально планировалось провести фестиваль пеший водный, но так как все организовывалось за пару недель до мероприятия, то проще было сделать сходку покрафтеров на бурной воде, проводя небольшие соревнования. На 5-й год в этот фестиваль все же получилось организовать листопад пешеводным. На 3-й день фестиваля участников ожидает пешая часть через красивую тайгу. Помимо листопада также есть и Урал Покрафт-фестиваль. Он проходит на пороге Ревун, который находится на реке Исеть в Свердловской области. Друзья, если вы хотите поучаствовать в фестивалях, найти себе новые знакомства и друзей, ссылки на группу фестивалей я оставлю в описании к этому видео. Я у себя в домике. В принципе, уютно. Даже жарковато, наверное, надо было снять курточку пуховую. Не знаю, зачем я ее не сняла. Но я думаю, что мне будет жарко, потому что у меня и так спальник до минус 11, минус 13 комфорта. Но посмотрю, если будет жарко, наверное, растяну себе пуховку эту. Просто так неохота уже раздеваться. Посидела у костра. Хорошо пообщалась с ребятами. И уже пора спать, время 12:30. Завтра хочу пораньше встать, чтобы встретить рассвет. Будет по-любому туман, он уже есть. Фонарик висит, тут у меня средства защиты. Вот там вот вдалеке, вот. Там шатер стоит у нас. Костер горит рядышком. И ребята еще не спят. Мне кажется, некоторые пошли уже спать.
Как меньше стало их. А пока лежу в гамаке, в принципе, комфортно. Я еще в ноги убрала. Не могу найти. Так-то, по идее, нужно по диагонали немножко лежать. То есть не прямо вот так, а вот так немножко наискосок, и тогда будет ровно. Но я не могу найти себе такое вот место. Потому что когда я начинаю наискосок, то у меня становится голая спина, то есть мой коврик не закрывает спину. Ну-ка, сейчас попробую. Опа. А я вся двигаюсь. Ну, кстати, да, так попрямее стало теперь. А, кстати, подушечка моя новая, обычная синтепоновая. Ладно, что, буду пробовать уснуть, закрывая свою, забыла, как называется эта штука, накидку. Закрыла накидку сейчас, отстегнула. Надо москитную сетку тоже закрыть, ну пусть на всякий случай будет. Хотя вроде нету гадов всяких летающих, но как-то с ней она хотя бы не мешает, не будет не мешаться. Москитку закрыла тоже. В принципе, нормально. Вполне себе. Завтра рано вставать и двигать в сторону поселка Мыс. Где-то рядом с поселком Мыс завтра встану на стоянку. Там уже после него не будет уже так много людей. И не видела, чтобы там были какие-то стоянки вообще. В общем, поищу. А сейчас пора спать. Всем спокойной ночи. Ночь была прохладной. Температура опустилась до +1. Пока я спала, туман накрыл округу, и природа подарила красивые картины. Речка Усьва практически скрылась под пеленой, а тайга и скалы словно парили в таинственной невесомости. В этот день я попрощаюсь с участниками фестиваля и отправлюсь дальше, но уже в одиночное путешествие. Что меня ожидает впереди, я не знала, ведь на этой реке впервые. Реки я часто сравниваю с нашей жизнью. Они, как и жизнь, имеют свои повороты, подводные камни и препятствия, которые мы должны преодолеть. А как мы это сделаем, это уже полностью зависит от нас самих.